Старик наткнулся в лесу на старый армейский сундук, который издавал странный писк. Старик подошел ближе и открыл его. То, что он там увидел, потрясло его. Глухая сибирская тайга хранит тысячи тайн. Здесь легко исчезнуть без следа и также легко наткнуться на то, чему не найдешь объяснения. Опытный лесник Иван знал этот лес как свои 5 пальцев. Он десятки лет обходил одни и те же тропы, замечая малейшие изменения. Но в тот день тайга приготовила для него нечто особенное. Во время обхода дальнего участка, куда редко заходили даже охотники, Иван почувствовал странное беспокойство. Лес будто притих. Ни птиц, ни зверей, только глухая тишина. Пройдя еще несколько метров, он остановился. Под старой раскидистой елью что-то выделялось на фоне мха и хвои. Он подошел ближе и увидел край массивного деревянного ящика, почти полностью скрытого под ветками. Кто-то явно пытался спрятать его. Иван нахмурился. В таких местах случайных вещей не бывает. Он осторожно расчистил хвою и замер. Перед ним стоял старый армейский сундук, оббитый железом с тяжелым ржавым замком. Такие вещи не оставляют просто так. В голове мелькнули разные мысли, от забытых запасов до браконьеров. И вдруг он услышал это. Тихий, едва различимый скрежет. Иван резко выпрямился. Звук шел изнутри. Он прислушался. Снова. Слабый, прерывистый. Ни ветер, ни дерево. Живое. Сердце начало биться быстрее. Кто-то или что-то было заперто внутри. Он дернул замок. Бесполезно. Тот не поддавался. Время шло, а звук становился все слабее. Иван понял. Медлить нельзя. Он бросился к своему кордону за инструментами. В голове крутилась одна мысль. Только бы успеть. Дорога туда и обратно показалась вечностью. Когда он вернулся, руки уже дрожали. От холода, от спешки, от страха опоздать. Несколько ударов, и замок с глухим лязгом упал на землю. Иван медленно поднял крышку. И замер. На дне сундука, прижавшись друг к другу, лежали 2 крошечных пятнистых комочка. Сначала он даже не понял, что это, но потом сердце сжалось. Котята снежного барса. Редчайшие, почти призрачные обитатели гор, которых почти невозможно увидеть в дикой природе. Маленькие, истощенные, с тусклыми глазами, они едва дышали. Их шерсть была грязной, лапы дрожали. Они даже не пытались убежать, просто смотрели. В этом взгляде было все – страх, слабость и тихая просьба о помощи. Иван стиснул зубы. Все стало ясно без слов. Браконьеры. Они спрятали детенышей как груз, как товар. Заперли в сундук, чтобы потом вывести. Живую добычу. Но что-то пошло не так, и этот сундук остался здесь. Иван аккуратно взял котят на руки, прижимая к себе, чтобы согреть. Они были почти невесомыми. «Тихо, все будет хорошо», – прошептал он, сам не зная, кому больше, им или себе. Он укутал их в куртку и поспешил обратно. Следующие дни превратились в борьбу за жизнь. Иван не отходил от малышей ни на шаг. Кормил их из пипетки, по капле, по чуть-чуть. Согревал, лечил, перевязывал крошечные раны. Ночами почти не спал, прислушиваясь к их дыханию. Иногда ему казалось, что они не выживут. Но тайга не любит сдаваться. И те, кто рождается в ее сердце, тоже. Постепенно котята начали крепнуть. Сначала открыли глаза шире, потом стали двигаться увереннее. Через неделю один из них впервые тихо заурчал. Иван улыбнулся. Впервые за все это время. Значит, будем жить. Прошел месяц. Перед ним уже были не те беспомощные комочки, а 2 крепких, любопытных подростка. Их пятнистая шерсть блестела, движения стали быстрыми и точными. Иван назвал их Алтай и Саян. Но он знал, сколько бы он ни привязался, их место не здесь. Настал день прощания. Иван отвез их глубже в заповедник, туда, где человек бывает редко, где они смогут выжить. Он открыл переноску. Котята не сразу вышли, они оглядывались, принюхивались. Потом один сделал шаг. За ним второй. Они остановились, обернулись. Иван стоял молча. Взгляд одного из барсов задержался на нем чуть дольше. В нем не было страха, только что-то тихое, почти человеческое. А потом они исчезли в лесу. Иван еще долго стоял на месте. В тот день он нашел в тайге не сундук с сокровищами. Он нашел нечто гораздо более ценное. И спас.